Привет, друзья! Когда власть скрывает жизненно важную информацию, страдает каждый из нас. И сегодня вы узнаете, как одна упорная журналистка заставила Еврокомиссию раскрыть темные тайны о вакцинации, которые касаются каждого жителя Европы. Во время наивысшей угрозы пандемии коронавируса, когда первые вакцины были буквально на вес золота и доступ к ним имели лишь избранные, Европейская комиссия стремилась как можно быстрее и в как можно больших объемах обеспечить поставки для стран-членов Европейского Союза. И именно в этот критически важный и напряженный период глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как утверждается, находилась в прямом контакте с исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Позже стало известно, что они обменивались личными текстовыми сообщениями, содержание которых оказалось засекреченным. Однако этот занавес тайны начал постепенно подниматься благодаря настойчивости журналистов. Особенно важную роль в этой истории сыграла журналистка Мартина Стивис из издания The New York Times, которая подала официальный запрос на доступ к этим перепискам. Когда Еврокомиссия отказала в предоставлении информации, мотивируя это тем, что сообщения якобы не были заархивированы и, следовательно, не подлежат восстановлению, Стивис и ее редакция решили пойти дальше. Они обратились в суд Европейского Союза в Люксембурге и добились победы. Это стало серьезным ударом по репутации Урсулы фон дер Ляйен. Суд в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия действовала неправомерно, отказавшись предоставить доступ к текстовым сообщениям, которые обменивались фон дер Ляйен и Бурла в период с января 2021 года по 11 мая 2022 года. Таким образом, суд признал недействительным решение комиссии о сокрытии переписки. Аргументы комиссии о том, что эти сообщения не подлежат предоставлению из-за отсутствия их в архиве, суд посчитал неприемлемыми и недостаточно обоснованными. Интересно то, что сама Еврокомиссия утверждала, что переписка не была на самом деле сохранена, и поэтому ее невозможно просто-напросто найти. В решении отмечается, что данное объяснение не может считаться убедительным, при этом и Еврокомиссия из The New York Times еще имеет возможность обжаловать это решение в следующей инстанции. В центре этого скандала оказались именно те сообщения, которые фон дер Ляйен и глава Pfizer обменивались на фоне тотального дефицита вакцин по всему миру. Для справки напомню вам, что тогда Евросоюз заключил крупнейшие контракты на поставку препаратов, и один из главных поставщиков стала компания Pfizer. При этом значительная часть условий этих договоров оставалась скрытой от общественности, что породило массу подозрений и упреков в адрес Еврокомиссии по поводу отсутствия прозрачности. Невероятным оказалось то, что журналистка Мартина Стивис официально запросила доступ к этим материалам, однако получила необоснованный отказ, после чего и был подан иск. Возникает логичный вопрос: а что скрывает Урсула фон дер Ляйен? Теперь суд поддержал позицию журналистки, было признано, что доводы комиссии о том, что такие документы якобы не существуют, не выдерживают никакой критики. В свою очередь суд сослался на действующее законодательство об открытом доступе к документам в структурах Европейского Союза, напомнив, что по умолчанию все документы органов ЕС должны быть доступны для общественности. Если какое-либо учреждение утверждает, что тот или иной документ не существует, суд сначала принимает это как данность. Однако такое утверждение должно быть подтверждено логичными и последовательными объяснениями. В данном случае этого не произошло. Ответы, на которые предоставляла Еврокомиссия на протяжении всего судебного процесса, как отметил суд, были расплывчатыми, иногда противоречивыми и временами строились на предположениях, а не на фактах. В то же время The New York Times предоставила достаточное доказательство того, что между фон дер Ляйен и Бурлой действительно шла постоянная переписка. Эти данные позволили суду опровергнуть предположение о несуществующих документах. Суд особо подчеркнул, что Еврокомиссия обязана была предоставить убедительное объяснение, почему эти документы не были найдены. Но комиссия не смогла ни четко описать, как именно и где велись поиски сообщений, ни пояснить, были ли эти сообщения удалены. И если да, то произошло ли это намеренно, автоматически или же связано с заменой, например, телефона. Также не было предоставлено логичного объяснения, почему столь важная переписка не была признана значимой и не подлежала хранению.
Таким образом, как видим, чиновники Европейского Союза и непосредственно сама Урсула фон дер Ляйен скрывают любую информацию, которая могла бы помочь в расследовании тайных договоренностей Евросоюза с производителями вакцин. Карусель на верхушке СДПГ продолжает свое неумолимое вращение. Следом за Заскией Эскин теперь и бывший руководитель фракции Рольф Мюцених отказывается от ключевых должностей в новой коалиции. Свой отказ он сопровождает обращением к большой коалиции с призывом к переосмыслению внешнеполитических приоритетов. Ранее руководство СДПГ намеревалось выдвинуть Рольфа Мюцениха на пост председателя комитета по иностранным делам. Однако, как сообщают источники в партийных кругах, отказ Мюцениха стал следствием неудачи социал-демократической партии Германии в закрытых переговорах с блоком, правильно, с ХДС, КСС по вопросу распределения ключевых парламентских комитетов. И здесь они не поделили между собой полномочия. С каждым днем конфликта внутри новой коалиции Фридриха Мерца становится все больше. На этой неделе представители ХДС и ХСС настаивали на том, чтобы именно их представитель занял пост главы комитета по иностранным делам. Это вызвало недоумение, ведь именно ХДС в настоящий момент, как вы знаете, контролирует Министерство иностранных дел. Я хочу вам сказать, что обычно в немецкой парламентской практике считается, что ведомство и соответствующий профильный комитет не должны находиться в руках одной и той же партии. Идея выдвинуть Мюцениха на эту должность, по данным издания, исходила от самого руководства СДПГ. Хочу вам напомнить, что после исторического поражения социал-демократов на выборах именно Мюцених стал первым высокопоставленным партийцем, которому пришлось покинуть свой пост. Его временно тогда заменил Ларс Клинболь, а на сегодняшний день фракция СДПГ в Бундестаге руководит Матиас Мирш из Нижней Саксонии. При таких скандалах и отсутствии реакции Фридриха Мерца скоро коалиция рухнет и будет то же самое, что и со светофорной коалицией. Новая глава в отношениях Вашингтона с Сирией. Во время своей поездки по странам Персидского залива президент США Дональд Трамп неожиданно объявляет об отмене американских санкций против этой страны. Спустя короткое время он проводит встречу с временным сирийским лидером Ахмедом Аль-Шаара. Интересно то, что это поистине исторический момент, ведь подобный контакт между главами двух государств происходит впервые за 25 лет. После того, как Вашингтон официально объявил об отмене санкций в отношении Сирии, Дональд Трамп встретился с переходным президентом Сирии, как я сказал, Ахмедом Аль-Шаара. Об этом сообщил представитель администрации США, подчеркнув, что разговор прошел в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, накануне запланированного саммита с лидерами нескольких государств Персидского залива. По официальным данным из Вашингтона, во время переговоров Трамп призвал Аль-Шаара признать Израиль как государство. В ответ сирийский лидер выразил открытость к диалогу с Израилем, с которым Сирия находится, напомню, в состоянии конфликта с момента его основания, то есть с 1948 года. Аль-Шаар дал понять, что готов рассмотреть пути сближения с давним соперником, особенно в свете последних перемен. Перед самой встречей в Эр-Рияде Трамп сделал громкое заявление о снятии всех экономических ограничений против Дамаска. Он отметил, что наступил момент, когда перемены стали необходимы. Цитата: «Сейчас их время пришло. Мы снимаем абсолютно все санкции», заявил Дональд Трамп. Хочу отметить, что Аль-Шаара уже не раз поднимал вопрос отмены западных санкций, аргументируя это тем, что именно простой сирийский народ больше всего страдает от этих ограничений. Кстати, его слова нашли отклик. Сразу же после объявления об отмене санкций в ряде сирийских городов вспыхнули спонтанные радостные демонстрации. Люди выходили на улицы, празднуя неожиданное послабление давления со стороны Запада. Встреча в Эр-Рияде, по мнению многих аналитиков, может стать тем поворотным моментом в международном признании нового сирийского лидера. А я для справки скажу вам, что Ахмед Аль-Шаара пришел к власти в декабре 2024 года, возглавив смену прежнего политического руководства, находившегося у власти в течение долгого времени. А теперь давайте обсудим, может ли общество доверять тем, кто скрывает такие важные переговоры, особенно в самый критический момент глобального кризиса. Подпишитесь и спасибо за просмотр.